Ну что ж, сейчас начинаем уже. Так, стоп, кто это? Сейчас расскажу. Это Росич, или же я. И я блогер. Можете узнать на моем канале, ссылка будет в описании. А это мой новый канал. Буду снимать игры и, возможно, пройти что-то. А, кстати, это мой стрим на Твиче. Можете узнать там же. Ну, начинаем. Компания. Погнали играть. Начало. Ресурсы. Так. Сейчас в самом начале я бы хотел чуть-чуть объяснить, как мы начинаем. У нас есть ядро, которое называется Бастион. И мы играем за юнита Восход. Юнит это, если что, роботы, на которых строится игра. Ну, точнее, часть игры. В обороне, обустройстве базы и атаки. И в самом начале нам рассказывают первую механику игры. То, что нажавши ПКМ мы можем добывать руду из стен. Что ж, добываем. Получите 60 бериллия. Хорошо. Так, чуть-чуть перевыполнили задание, ну ладно. Так, откройте древо исследований. Используйте, затем поставьте турбиновый конденсатор на жерло. Оно будет производить энергию. С помощью древа исследований мы сможем автоматизировать или же открывать новые технологии, с помощью которых мы сможем создавать новых юнитов, базы и вообще Исследование. все. И тут вот, турбинный конденсатор. У меня уже изучен. Так что мы берем турбинный конденсатор. Исследуйте и поставьте плазменный бур. Он будет автоматически добывать ресурсы из стен. А мы пока что сами добудем. Хватает? Да, уже хватает. Оп. Подключите плазменный бур. Чтобы подключить плазменный бур, исследуйте и поставьте лучевой узел. Соедините турбинный конденсатор с плазменным буром. Вот так вот. Исследуйте и поставьте предметные каналы для перевозки ресурсов из плазменного бура в ядро. Так, берем предметный канал и вот так вот идем. Все. Расширьте добычу и поставьте больше плазменных буров. Добудьте 200 бериллия. Более продвинутые блоки требуют графит. Постройте плазменные буры для добычи графита. Не вопрос, сейчас построим. Ну, уже пошло. Тут у нас, как там, бериллий добывается, а здесь графит. Может, давайте еще один построим. Это я оставляю, потому что оно пригодится для постройки чуть-чуть других механизмов. Блин, ну игра прикольная, если честно. Очень нравится. И последнее все. Духовая печь требует песок и графит для производства кремния. Также нужна энергия. Используйте дробитель скал для добычи песка. Вот. Это кремниевая печь. И чтобы получить кремний, нам нужно объединить графит и песок. И нам еще нужно электричество, чтобы она работала. Все. Кремний пошел.
Ой-ой-ой. Блин, а. Что я наделал? Сейчас. Вернуть. Используйте боевые единицы для исследования карты, защиты построек и нападения на врага. Исследуйте и поставьте конструктор танка. Так, танк. Вот он. Ого, сколько... Блин, а я не замечал, то, что кремния столько надо. Так, куда мы поставим? Конструктор танка. Ну, давайте сюда. Так, развейте боевую единицу, нажмите на кнопку, чтобы узнать текущие необходимые ресурсы. Это здесь бериллий у нас будет добываться. И рядом надо построить тут еще. Теперь надо выводить это. Вот прям сюда. Можно, в принципе. И это снести. Стоять. И сейчас оно здесь начнет производиться. Так, у нас бериллия что-то мало поступает. Сейчас надо. И подключить. Все. Ну, давай. Удерживайте Shift. Так, задержал. Чтобы войти в режим командования, щелкните левой кнопкой мыши и выделите область для выбора боевых единиц. Ага. Щелкните правой кнопкой мыши, чтобы показать выбранным единицам двигаться или атаковать. Ну, пусть пока что вот здесь будет, что ли. Так, боевые единицы эффективны, но турели предоставляются больше оборонный потенциал при их эффективном пользовании. Турели используют боеприпасы. Так, вот у нас разрыв. Давайте вот так вот поставим вот здесь. Запятайте турель. Теперь мне нужны боеприпасы. О, а я читы буду использовать, типа. Ну, типа. За читы это не будет, конечно же, считаться. После того, как боеприпасы поступают в турель, меня просят поставить 6 берилловых стен. Дальше я вижу надпись, то, что враги прибудут через полминуты, в быстром порядке начал строить забор. На нас выехало всего лишь 2 боевых юнита основа, и после их одоления мне пишут то, что надо уничтожить вражеское ядро. Дальше я начал исследовать территорию, где было другое вражеское ядро. С одной стороны стояла турель, а с другой было открыто. И я пошел через тыл, получается. Начал атаковать своими 2 такими же юнитами ядро. На своей базе я начал менять, потому что у меня не работали некоторые системы.
После того, как все исправил, смотрю, и мои юниты уже все сломали. И я их отправляю исследовать территорию, а сам начинаю строить ядро. Ну, мне дают временное ограничение 2 минуты, и я пытаюсь сделать производство юнитов, но быстро понимаю то, что это не поможет, и переключаюсь на другое дело. По итогу меня начинают атаковать не успевшие достроить все. И я ставлю турель для того, чтобы обороняться. Дальше, после того, как я чуточку развился, я иду в атаку. Так, сразу к ветру. Вот так вот. Сначала сюда, чтобы не стреляли. Давай. Куда? Покинутые постройки — это остатки старых баз, которые... Покинутые постройки — это остатки старых баз, которые больше не функционируют. Они могут быть разобраны для получения ресурсов. Уничтоживши базу, я начал строить там свою. Построивши, я перебираюсь на новый сектор. Что ж, ждем пока... уже сейчас оно накопится как раз. Я наготове, чтобы нажать заветную кнопку. Высадка. Так. О, высадка. Блин. Продолжить. Надо дождаться. То есть оно так не будет работать. Ишь, продумали. Все. Могу улетать. Исследуйте ударную дрель, чтобы добывать этот ресурс. Защита. Переместите в ядро вольфрам. Вот вольфрам. Сейчас. Исследовать. Вот. Универсальный усиленный трубопровод. Жерновой конденсатор. Ударная дрель. Вот. Кремний. Во. Ага. Это вот здесь как раз и надо ударную дрель лучше всего строить. Теперь ей надо это... Что ей надо этой ударной дрели? Так. Вход-выход. Вода ей надо. Так, а взамен нам вольфрам получается. Окей. Я пытался разобраться, как, что, где работает, и исследовал территорию. Дальше изучал всякие новые технологии, но по итогу кое-как разобрался. И после того, как я
получил 100 вольфрама первых, высвечивается то, что будет опасность по бокам. Ага. Ой, мне нравится, мне вот это одно вражеское ядро найдено. После на меня начинают ехать вражеские юниты. Ну, а после их становится больше, потому что у меня защиты практически никакой. И я старался хоть бы что-то сделать. Но по итогу... Сектор защиты потерян. Ну что ж, попробуем еще раз. Так, теперь я примерно знаю, куда идти. Кремний сейчас надо. Теперь я не так хотел заполучить сначала вольфрам. Я построил производство кремния. После только уже пошел вольфрам добывать. После того, как я построил производство вольфрама, я сразу начал обустраивать защиту, чтобы не повторить ту же самую ошибку. А также я поставил недалеко от защиты, начал строительство, где будут создаваться юниты. Один раз, когда меня начали атаковать, то я не заметил и мне немного досталось. Но уничтоживши врага, я начал восстанавливать. После я начал контратаку. По итогу я сразу же направился к ядру, уничтожать его. После чего был сектор захвачен. И по итогу я изучил новый защищенный предметный канал. Все связано то, что с водой. И также новые стены. Вольфрамовые. После я отключил стрим. Вода очень полезна. Мы ее получаем из турбинного конденсатора. Шерлового конденсатора. Он может использоваться для турелей и ударной дрели. Дальше я решил построить запасное ядро, но не обустраивать его. И после этого я отправляюсь на новый сектор, который называется озеро. Шлаковое озеро в этом регионе сильно ограничивает вас в выборе боевых единиц. Единственный вариант, являющийся парящей единицей. Исследуйте сборщик кораблей и произведите единицы уклонения как можно скорее. И я отправляюсь в путь сразу же. Правда, вокруг меня огромное озеро. Сразу же начал исследовать новые технологии, конструктор кораблей, с помощью которого я смогу делать юниты уклонения. Я начинаю расширять производство, но враг не ждет и решил меня атаковать сразу же. Я уже почти доделал и строю конструктор кораблей, но потихоньку. Но потом прилетает один юнит и ломает одним ударом его, этот конструктор кораблей.
Поэтому я начал ждать, пока у меня накопятся нужные ресурсы. Дальше я произвел первую боевую единицу и сразу же в ней полетел изучать карту. По итогу нашел вражескую базу. Юнита мне сломали, но я вернулся за вторым и начал исследовать дальше базу. Но второго тоже сломали. Зато я получил информацию ценную. И я нашел возле себя остров недалеко и начал там строить новое производство. Но враг начал мешать мне там тоже, поэтому пришлось защищаться. По итогу я построил здесь еще один конструктор кораблей и все, что ему надо. Враг уже начинает задалбывать своими юнитами уклонения. Поэтому я, собравший группу юнитов, решил атаковать его. Но атака была безуспешна. После я изучил новую пушку «Разлом». Решивший то, что у меня много юнитов, я решил еще чуть-чуть поисследовать. И нашел маленький остров. И прям под носом у врага начал строить свое новое производство. После уже поднакопивших юнитов, я решил сделать новую атаку. Решил атаковать сзади, но там тоже была защита. Так что я сразу начал направляться к ядру. Но по итогу я так и не смог дойти до него. После я восстановил силы и повторил атаку. В этот раз я захватил сектор. И после начал еще изучать карту. Но по итогу я ничего так не нашел нового. Также после этого я изучил новую большую вольфрамовую стену и канальный разгрузчик. И как по первому сценарию я начал ставить новое ядро и обустраивать его. Следующий сектор. Пересечение. Угроза высокая. Сканирование предполагает, что этот сектор будет атакован с нескольких сторон вскоре после приземления. Установить все обороны и начните исследовать территорию как можно скорее. Мехи потребуются для преодоления пересечений местности, которая преобладает в этом районе. После того, как я приземлился, я сразу решил узнать, что это за новая технология возле меня стоит. Но потом заметил то, что у меня есть новое событие, это волны, и мне дали 8 минут на то, чтобы я все сделал. И сперва я построил кремниевое производство. Дальше я построил конструктор танков и начал обустраивать рядом еще одну часть базы. Здесь будут производиться юниты уклонения. Напоследок я начал строить первую турель, которую я успевал. Первая волна. Появилось 3 врага, и это было 3 юнита основа. Я не очень быстро разобрался, но все же смог. Дальше я начал изучать карту в надежде новых ресурсов и либо же другого чего-то. Но по итогу ничего не найдя, я начал строить стену. Вторая волна. Появилось 5 врагов.
3 юнита основа и 2 каких-то новых юнита, которые могут переползать через мои стены. И меня это очень напугало, потому что я не понимал, как от них защищаться. По итогу я отбился и дальше изучал карту. По итогу ничего, но не нашел. Третья волна. Такая же, как и предыдущая. В ней я разобрался намного быстрее. Построил новую турель, чтобы обороняться лучше. Четвертая волна. Врагов стало 8, но на меня спереди пошло только 5. Где еще, я не знаю. И я не понимаю, где они могут еще быть. Ядро начинает атаковать, и я только замечаю это. То, что ко мне из-за спины пришли. Я начал строить новую турель под начало новой волны. По итогу сверху на меня вышло 5 юнитов, таких же, как и в прошлый раз. И 5 снизу. В итоге всего их было 11. Чуть-чуть посмотревши еще карту, я изучил конструктор мехов. Теперь понятно, как называются эти юниты. Меруй. Теперь понятно, кто все время меня доставал. Шестая волна. 12 врагов. Сверху на меня пошло чуть больше юнитов, чем обычно. А после столько же юнитов, как и в прошлый раз, снизу пришло. Все это время я ничего не делал, ожидал следующую волну. Сверху в этот раз пришло чуть больше юнитов, чем в прошлый. А снизу пришло 9 юнитов. Сначала с одной стороны, после с другой. Я решил поставить еще одну пушку прямо вовнутрь своей базы и подключил ее к воде, чтобы она быстрее стреляла. 8-я волна. Сверху выходит 4 юнита основа и 3 юнита меруй. И на меня вылетают какие-то новые, не знаю, юниты. Снизу также идут меруй. По итогу я пытаюсь как-то спасти свое ядро, потому что боюсь. Но по итогу все обошлось. Что за юниты это были, я вообще без понятия. По итогу я перебрался немного ниже, где есть вольфрам. Начал обустраивать свою базу. И хотел построить конструктор мехов, но вспомнил то, что для них надо вольфрам. А у меня, кроме этого места, нигде больше не добывается вольфрам. Поэтому я начал его просто собирать и переносить в ядро. По итогу я решил демонтировать конструктор танков и построить конструктор мехов. Он требует такие же ресурсы, что и конструктор танков, чтобы создать юнита. Ну, а пока там строится юнит, я все так же таскаю вольфрам себе на базу. Нашел новую функцию, если зажать Ctrl, то можно вселяться в какого-то юнита. И я решил осмотреть местность. Также можно еще вселяться и в турели. По итогу я своим первым юнитом решил посмотреть вражескую базу. Но не понял, что там за новые технологии, там такая еще одна. Что-то я отстаю от всего. Зато я построил еще один конструктор мехов. Собравший свою
небольшую армию, я решаю атаковать вражескую базу. И по итогу я захватываю сектор. Чутка еще исследую карту. И так же, как и всегда, уже строю дополнительную базу. И обустраиваю ее всем, чем только можно. Также изучаю усиленный жидкостный бак. Всем спасибо, кто посмотрел, и до встречи. Пока!